Первая ассоциация, которая возникает у людей при упоминании Милана, это неделя моды. Или готический храм, который находится за моей спиной и носит название Дуомо. Non più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano. Но далеко не все знают, что буквально в нескольких минутах от дома вот уже 7 столетий стоит замок Сфорца. Quando il riposo, Narcisetto d'amor. Строгий и такой притягательный архитектурный ансамбль по своим очертаниям весьма схож с зданием Кремля, построенным в Москве. Именно ломбардийские архитекторы приняли участие в разработке проекта Московского Кремля. Присмотритесь, даже цвет кирпича красный. Miglio d'onesto color, non più frai quei pennacchini. История замка Сфорца уходит корнями в Средневековье, и в XIV столетии семья высокопоставленных аристократов Висконти решила обзавестись фамильным гнездом неподалеку от Милана. Место, избранное для строительства резиденции, на тот момент находилось в пригороде. То есть, если сейчас замок находится в районе центра Милана, то в XIV веке границы города до этого места еще не доходили. В середине 15 века к украшению замка был привлечен сам Леонардо да Винчи. Но, к сожалению, все, что осталось от его творений, это навес из плетеных растений и часть его литературных рукописей. Un gran turbante, molto onor, poco cantante, poco cantante, poco cantante. На век существования замка Сфорца досталось немало событий, в том числе и кровопролитных. Замок Сфорца из оплота светской жизни превратился в военное укрепление, и испанская власть после французов приступила к усилению города и встроила замок Сфорца в центр новых миланских укреплений в форме звезды. Здесь были обустроены казармы на 2000 солдат. Так, замок Сфорца являлся сосредоточением мощи иностранных захватчиков, в том числе и Наполеона Бонапарта. Затем были австрийцы, и многострадальный замок снова попал в распоряжение армии. Жители Милана, уставшие от постоянного гнета захватчиков, в 1859 году все-таки наступили на замок с огнем и мечом, грабя его и разгромив австрияков. Лишь спустя 2 года в ходе процесса воссоединения Италии замку был присвоен статус памятника архитектуры и городского символа. И с 1905 года по наше время замок Сфорца стал собственностью города Милана и его жителей. Башня Филареты – один из главных символов Милана, и именно в этой башне находится главный вход в замок. Она была заново построена в 1905 году. Оригинальная башня была разрушена в 1521 году в результате пожара на пороховом складе. Вершину первого яруса, если вы заметите, украшают геральдические фрески и изображения святого Амвросия, покровителя Милана. На втором ярусе можно увидеть старинные часы под названием «Солнце правосудия». Внутри северной и южной круглых башен замка сохранились резервуары пресной воды, игравшие важную роль в водоснабжении Милана в начале XX века. В наши дни замок Сфорца не только памятник прошлого, но и важный культурный центр. Сегодня в здании замка Сфорца находится несколько музеев Милана, а также большая пинакотека. И еще здесь можно найти одну из последних и недоделанных работ Микеланджело. Летом на открытом воздухе часто проводят концерты, а прилегающий к замку парк Семпионе стал любимым местом миланских жителей и зеленым оазисом в самом центре города. Замок Сфорца открыт для ежедневных посещений с 7 утра до 7 вечера летом и с 7 утра до 6 вечера зимнее время. Попасть на территорию замка можно абсолютно бесплатно, а вот посещение музеев имеет свои ограничения.
Музеи, расположенные внутри Сфорца, открыты со вторника по воскресенье с 9 утра до 5:30. Разовый билет стоит 5 евро, но для студентов действует скидка, и можно попасть внутрь музея за 3 евро, а каждый второй вторник месяца вход и вовсе бесплатный. И на самом деле Милан хранит в себе очень много историй, хотя говорят, что это не самый насыщенный на музеи и истории город. Но я могу сказать вам одно: будете в Милане, обязательно загляните в замок Сфорца. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и ждите новых новостей о Дольче Вита в Италии с русским акцентом. Чао!